Спасибо, коллеги. Всем добрый день. Меня представили, я Алексей Грачев. Я представляю консалтинговое подразделение компании EMC. Может быть, не так широко известно, что EMC, кроме оборудования, занимается, скажем, еще и услугами, консалтингом. И тема моей презентации – это насколько вообще можно доверять облаку, новым технологиям, новым подходам. И здесь собралось большое количество специалистов в области безопасности, которые искушены в технологиях обнаружения, защиты, предотвращения атак, которые с помощью вендоров, с помощью интеграторов пытаются защитить свои организации от разнообразных, все более и более изощренных способов нападения, предусмотреть разные уязвимости и так далее. Я сейчас хотел бы взглянуть на новые подходы, да, и новые технологии со стороны бизнеса. Дело в том, что все вот это требует ресурсов, денег, разных затрат, и на все на это, вообще говоря, бизнес должен дать ресурс. При этом он многого не понимает, многого не знает, он должен кому-то довериться, кому-то поверить. И я надеюсь, что вот те размышления, которые я хотел бы вам представить, помогут в какой-то степени и вам лучше понять бизнес, понять его опасения и понять, как с ним правильно было бы общаться, чтобы достичь общих целей организации. Прежде всего, хотел бы обратить внимание на то, что 90% руководителей IT, они обеспокоены вопросом безопасности. Здесь уже звучало сегодня, что безопасность – это главное на пути развития облачных технологий, в том числе вообще большинства новых технологий. Как все не очень неизвестное, все всегда является предметом беспокойства. И безопасность – это очень высокий приоритет, выше в сегодняшний момент. Большинство руководителей бизнеса, они с удовольствием приняли и как бы купили идею облачных технологий. Они понимают гибкости, преимущества, экономические преимущества, способность быстрее реагировать на потребности рынка, способность быстрее связываться с клиентами и так далее. Да? Все эти вещи им понятны, и они готовы двигаться в этом направлении, но их останавливает непонимание ими вопросов, насколько это безопасно. К сожалению, их толкает конкурентная среда на то, чтобы все-таки двигаться в этом направлении, в какой-то степени, может быть, жертвуя своим пониманием, насколько это безопасно. И те основные два вопроса, которые бизнес ставит перед собой, это, во-первых, насколько все-таки можно доверить свои данные облаку. Сейчас я говорю больше о публичном облаке, да, какому-то провайдеру. Ну и второе, насколько можно построить, так как мы двигаемся от того, что есть, да, то есть от находящегося под контролем организации центра обработки данных, насколько безопасно может быть облачное решение и можно ли его сделать более безопасным, чем традиционное центр обработки данных. Таким образом, получается, что не столько безопасность, как показывают опросы, может быть, это связано с тем, что не очень корректно задан им был вопрос, сколько доверия, это то, что их беспокоит. Ну, несколько вещей, которые я, может быть, насколько удачно, не знаю, назвал мифами, да, связанными с облачными технологиями. Ну, так как это нечто непонятно где находящееся, да, я имею в виду облако, и прежде всего публичное облако, то оно вообще не может быть безопасным. Уже было сказано, что это что-то, что находится там, не ограничено фаерволом, не ограничено стенами, не находится вне нашего контроля, то оно вообще не может быть безопасным.
Здесь можно сделать несколько комментариев. Первое, не все облака одинаковые. Да? Все-таки есть разные модели облаков, есть private cloud, есть public cloud, есть гибридные модели, есть разные сервисные модели, которые в рамках них могут быть развернуты и могут быть функционированы. Поэтому это, как всегда, то, что называется, зависит. Второе, это если говорить о том, что мы имеем сейчас, те центры обработки данных есть, они тоже разные. Они разного качества, как с точки зрения там, категории доступности, да, так и с других точек зрения безопасности, которая в целом должна обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность, да, они тоже разные. Поэтому надо сравнивать сравнимое, и с этой точки зрения нужно всегда выбирать то, что действительно нужно, то, что оправдано, и не делать лишнего, в то же время обеспечить необходимое. Ну вот несколько таких простых понятий, да, с точки зрения, как меняется вообще ответственность при предоставлении облачных сервисов. Чем ближе к инфраструктуре, тем больше за это отвечает клиент, да, организация. Да, и опять же мы больше говорим о облачном, о публичном облаке сейчас. Соответственно, чем ближе это все к сервису, к данным, к прикладным прикладному программному обеспечению, тем, соответственно, мы находимся, значит, зона ответственности поставщика повышается. Это относится ко всему, в том числе и к безопасности. И каждый раз надо понимать, кто за что отвечает. Второй миф – это то, что безопасность облака – это нечто совершенно новый вызов. То у нас было все свое, мы понимали, где оно, мы понимали, как оно работает, кто им пользуется и так далее, где находятся данные, где находятся пользователи, нам было все понятно. Сейчас нечто новое, пользователи, где находятся, неизвестно, какими устройствами они пользуются, клиентскими, неизвестно. Данные тоже в разных местах могут находиться. Это что-то новое. Это новый враг. Ну, если подходить к вопросу, так сказать, совсем на верхнем уровне, с точки зрения управления информационной безопасностью, не изменилось абсолютно ничего. Да? То есть, по-прежнему, те категории угроз крупного масштаба, они остаются теми же. Тоже, возможно, и незаконное присвоение или копирование информации, возможно, какое-то подмена, искажение, возможно, компрометация системных ресурсов. То есть в этом смысле отказ в обслуживании, да, по-прежнему мало что изменилось. Те факторы, которые влияют на риск, то есть та ценность, во-первых, этого актива в глазах атакующего, почему он этим, собственно говоря, заинтересовался, те ресурсы, которые у него есть, которые он может бросить в эту атаку. С теоретической точки зрения опять все осталось на месте. И вывод, который хочется сделать, что принципиально нового с точки зрения оценки уязвимости, рисков, угроз и самих процессов управления информационной безопасности ничего не изменилось. Вещь, которая характерна не для профессионалов в области информационной безопасности или IT-технологий, а с точки зрения бизнеса, который, как я уже сказал, не всегда и имеет возможность, да, и действительно понимает технологии, угрозы, уязвимости и так далее, это то, что он вынужден, да, доверяться каким-то свидетельствам. То есть он, например, говорит, что если мы регулярно проходим какой-то аудит, то мы сейф, мы чувствуем себя комфортно, это для нас безопасно, у нас все хорошо. С другой стороны, ни один аудит не дает никакой гарантии, да? И ему надо это терпеливо объяснять, что это лишь некое свидетельство чего-то, выборочное и так далее.
Точно так же, если вы получили какой-то сертификат соответствия, или если вы купили какой-то продукт, который обладает какими-то регалиями замечательными, да, там, номер один где-то и так далее, то опять не надо успокаиваться, это тоже не является гарантией. Да? Бизнес должен понимать, что это его ответственность по-прежнему, как владельца, да, бизнеса, как руководителя. И надо каждый раз проверять практикой, да, то, что на самом деле сделано. С этой точки зрения, вот важным понятием, которое сейчас все чаще и чаще упоминается в связи, в частности, и с развитием облачных подходов, да, и развитием моделей, это понятие trust, да, доверие, наверное. Да. И чтобы добиться вот этого состояния, нужно обеспечить, я бы начал с того, что нужно обеспечить понимание. Вот visibility, его скорее правильно трактовать как понимание. Нужно обеспечить то, что риски понятны, уязвимости, угрозы, они понятны и идентифицированы, они как-то оценены, необходимы политики и такого высокоуровневое управляющее воздействие, значит, созданы и доведены до всех, все вовлечены в это. И все там законы, регулирования, обязательства, да, они тоже идентифицированы и понятно, чему надо соответствовать. Да? И это все находится под управлением, потому что относится к конкуренции. С другой стороны, должны быть обеспечены механизмы того, чтобы доступность, целостность и конфиденциальность информации контролировалась разными средствами, да, организационными, техническими и технологическими. Ну вот несколько, опять, слов о том, почему для бизнеса вот этот траст, он очень важен. Бизнес сейчас в разных областях, да, все больше обеспокоен теми рисками, которые ему приходится испытывать, обрабатывать, о которых приходится задумываться. И он хочет знать ответы на вопросы, насколько риск реальный, какие риски действительно релевантны к делу, какие нет, как мы их оцениваем, как мы их обрабатываем. Самое главное, какой уровень риска допустим, поскольку в конце концов риск всегда остается какой-то. И очень важно в конкурентной среде, что об этом поводу думают конкуренты. В связи с этим, чтобы дать такую целостную картину, необходимо развивать необходимые инструменты, да, в этой области. И цель всего этого – это повысить обоснованность принятия решений. В то же время те механизмы, которыми можно управлять этими рисками, да, те контроли технические, например, которые внедряются, они часто являются фрагментарными, они перекрываются. Бизнес сбивает это с толку. Он не всегда понимает, вроде это у нас уже было, да, мы об этом уже говорили. Почему нужно еще? Почему не все закрыто? Нужно, тем более с разрастанием всего этого в облаке, да, с менее конкретными вещами, которые сейчас с которыми вынуждены оперировать айтишники и безопасники, нужно больше интегрировать все решения и всякие риски, иначе не покрыть всего, что есть. Таким образом, вот в этом движении к достижению уверенности проще всего это делать, конечно, в концепции частного облака, и там можно вот этот траст его встроить туда. По крайней мере, большая часть активов находится все-таки под влиянием и управлением организации. Но
Следующим движением будет в любом случае отдача части сервисов во внешнее облако, и тогда появится необходимость в том, чтобы вот этот самый траст, эта уверенность, она поставлялась бы вместе с сервисом. Надо сказать, что сами концепции и сами технологии поддержки облачной модели, они развиваются достаточно давно, и сейчас можно говорить об их относительной зрелости. В связи с этим правильно было бы сказать, что убеждая себя, прежде всего, да, и бизнес, в том, что этим, во-первых, можно пользоваться, действительно есть хорошие механизмы, которые созданы. Виртуализации самой, как основы этого подхода, не надо бояться, это, наоборот, способ упростить и автоматизировать многие вещи, с которыми, ввиду их большого разнообразия, иначе не справиться все равно. Да, следующая вещь – это автоматизация, которая также является необходимой составной частью этого процесса. Многие компании, вендоры, да, развивают эти подходы, эти технологии. Одним из таких примеров является компания RSA, которая является дивизионом EMC. И ее концепция, платформа – это Cloud Trust Authority, о которой я на самом деле сегодня говорить не собираюсь. Да? Еще небольшой, может быть, комментарий к тому, что на самом деле меняется в облаке, но опять же с переходом к облачному подходу, то скорее этот комментарий с точки зрения бизнеса, опять же, такой очень общий. Да, что если раньше все было физически выделено и предопределено, то сейчас оно становится разделенным и виртуализированным. Да? Если раньше это было какие-то отдельные усилия администраторов требовало, то сейчас все больше это или автоматизировано, или вообще делается самим пользователем, потребителем. Если раньше это были в основном технологии, сейчас это скорее процесс. И так далее. Все время бизнес-фокус должен превалировать, потому что облако – это вообще не технологическое понятие, это как раз бизнес-понятие, это попытка бизнеса отделиться от того, чего он не понимает с точки зрения технологий. И теперь, переходя о том, как все-таки это практически использовать, чья это обязанность? Да? Есть технологические компании, которые производят разные решения. Должны ли они, так сказать, взять на себя ведущую роль? Есть внутренние службы эксплуатации IT. Насколько они, так сказать, могут, должны, в силах отвечают за это. Сами подразделения информационной безопасности. Те, кто в организации отвечают за риски. Ну, правильным ответом является то, что все, каждый в своей области, должны в этом участвовать. И нет такого, кого гарантированно следовало бы назначить за этот край. Смысл такой, что пусть те, кто знает, расскажут тем, кто не знает. Теперь, переходя к тому, что являлось на самом деле моей целью, да, это сказать вообще, а при чем здесь EMC? Да? EMC во многом известно не только в России, но и даже в мире. EMC все время воспринимают как поставщика, прежде всего, оборудования для хранения данных. Да? Ключевые продукты все время были именно в этой области. Тем не менее, EMC сильно изменилось за последние 5-7 лет, и основной фокус сейчас все-таки на информации, на управлении информацией, на помощи
заказчикам найти правильные решения. И сервисная составляющая сейчас является сервис и программный продукт — это большая часть продукта EMC. Если говорить о том подразделении, которое я представляю, консалтинг, то два основных направления, которые позволяют продвинуться и помочь бизнесу лучше проникнуться доверием к облаку как к новому подходу, это стратегия, это Cloud Security Strategy, да, то есть это стратегия подхода, да, как именно нужно было бы строить безопасность в облаке, да, и определение моделей, которые значит, помогая заказчикам определить, каким же образом двигаться в сторону облака, да, прежде всего мы стараемся определить, в какой последовательности, какие нагрузки можно переносить в это облако. Естественно, экономика — это то, что двигает все, да? Но две остальных вещи — это насколько с функциональной точки зрения это допустимо, и насколько ограничения, которые существуют, позволяют это сделать. Ограничения в области законодательства, в области регулирования, в области различных других обязательств, то есть то, во что как раз и входит понятие траст. Вот анализ вот этих самых нагрузок с точки зрения допустимости их переноса в области, это и есть одна из весьма востребованных областей консалтинга EMC. Если говорить о классификации данных для информационной безопасности, то прежде всего, чтобы думать о том, как и что защищать, надо понимать, с чем вы имеете дело, какие предъявляются требования, то есть к данным и к приложениям, и требования в области информационной безопасности. Это отдельная область исследования, и последовательно проходя и аккуратно проходя стадии этого исследования, получается истинная картина того, какие требования существуют в области обеспечения безопасности. То, что значит, часть этих сервисов могут быть облачными, это вопрос пока не поднимается, это нечто, так сказать, отдельное. Эта картина, так сказать, которая в результате обследования получается, ее дальше можно использовать для того, чтобы определять, какие контроли необходимы в разных областях, какие цели должны быть достигнуты, параметры в области конфиденциальности, целостности и доступности, какие классы существуют, и достаточно много таких проектов было произведено. Очень важно здесь понимать, какие субъекты ответственности существуют. И часто в российских организациях мы все время сталкиваемся с тем, что ответственность размазана, не фокусирована, и, так сказать, часто, например, подразделения информационной безопасности берут на себя не свойственные им функции, и вместо того, чтобы лишь контролировать те политики, те правила, которые установлены в организации, и то, что должен делать бизнес и владелец данных, соответственно, они часто подменяются. Ну вот классическое распределение ответственности выглядит примерно так. Если говорить о том втором подходе, который я там несколько, может быть, путано обозначил, как
анализ нагрузок с точки зрения трасс при переходе к облаку, это часть проекта, да, вот, часть подхода, методика, которого кратко представлена сейчас на слайде, которая состоит в том, что для разных типов сервисных моделей облачных, которые представлены в колонке справа, это software as a service, platform as a service и infrastructure as a service, и для разных типов облачной инфраструктуры анализируется, насколько возможно применение этих моделей успешное для того или иного вида нагрузки. Типовая нагрузка, чтобы, может быть, рассеять какие-то сомнения, это не совсем приложение, да? Это нечто более крупное понятие, которое позволяет оперировать с несколькими приложениями и объединять их в группы по виду нагрузки на инфраструктуру, неважно какую, в том числе и облачную, и виртуализованную. И, скажем, любая передача сообщений, неважно, электронная почта это или там смс-сообщение, что-то, это месседжинг, это один вид нагрузки. Да? Если это какая-то обработка какой-то аналитики, да, то это другой вид нагрузки, тоже универсальный. Смысл подхода состоит в том, что оценивается экономический аспект, насколько это с экономической точки зрения выгодно использование этих моделей, насколько уместно их использование с точки зрения обеспечения траста, да, то есть безопасности и прозрачности этого, и насколько функционально возможно без потери функциональности перейти к этим моделям. Ну, мы сейчас сосредоточены на теме, связанной с трастом, поэтому я хотел сказать, что в рамках такого подхода по многим областям, да, происходит детальный анализ каждого вида нагрузки с тем, чтобы дать ответ на вопрос, который волнует бизнес. Можно ли это сделать? Да? Можно ли по формальным ограничениям рекомендовать ту или иную облачную модель? Ну, с private cloud это может быть проще, с публичным облаком это бывает непросто. Вот в перерыве у нас была небольшая дискуссия по поводу того, что насколько вообще публичное облако может тем более предлагаемое западным как поставщиком, да, и рекомендуя западными консультантами, может быть воспринято и даже обсуждаемо в принципе для российской организации. В целом ответ следующий. Да? Надо всегда смотреть и обсуждать, что возможно, то можно рассматривать по другим параметрам, функциональному и экономическому. Если же есть какие-то принципиальные ограничения, связанные с законодательством, то для такого вида нагрузки ответ нет или какие-то оговорки. В результате для каждого вида нагрузки, это вот столбцы, да, там все равно не видно, что написано, но смысл в том, что по каждой группе параметров можно представить, что именно можно делать, что нельзя. Да? И если это желтый свет, то есть это при каких-то условиях возможно использование тех или иных моделей. Заключая свое выступление, я хотел бы сказать следующее, что облачные модели позволяют действительно эффективно делать многие вещи и за этим будущее. А вот то, что бизнесу необходимо помочь, это ему необходимо продемонстрировать, что использование этого оправдано, этому можно доверить, можно обеспечить безопасность, и в этом как раз помогут в том числе и те решения, которые были представлены здесь, в доме, и будут представлены позже. Спасибо за внимание. Большое спасибо.